Творческая студия «Деревня» представляет. Ну, как-то раз мы с женой решили приобрести дом в деревне. Приобрели хороший домик с печкой, все как полагается. Ну и вроде бы как нужно построить какой-то дом поновей, посовременнее, а навыков в строительстве ноль. И было принято решение на семейном совете попробовать свои навыки, скажем так, развить в процессе строительства гаража. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ну и, в общем, в конце марта иду в отпуск, еду, закупаю арматуру пластиковую, начинаю вязать армокаркасы для свай, так как фундамент задумал свай на рост верковый. Ничего, в принципе, сложного нет, бери и вяжи. Навязал я их порядка 20 штук с запасом, а может чуть больше, чтобы потом, когда пробурю лунки, быстренько опускать и заливать, чтобы не было осыпания. Завожу экскаватор. Нет, сначала делаю разметку, завожу экскаватор, копаю траншею. Кстати, классная штука для тех, кто в детстве не наигрался. Похоже, мне в детстве запрещали играть вообще. Кстати, а вот он и мой экскаватор ЮМЗ 6КЛ. Когда выкопал траншею, заказал ямобур, насверлил отверстий, чтобы туда опустить армокаркасы, натолкал их туда и залил по-быстрому. А это мои помощницы любимые. Серега, здорово, это Саня. Вот я, короче, отсыпал 40-20 щебнем, утрамбовал колотушкой. В вопросах строительства я консультировался с друзьями, со знакомыми и с прочими диванными экспертами интернет-сообщества. Миллиметров точно есть толщина щебня. Вот, закончил, по передней линии прокопал. Давай рассказывай, подсказывай, что делать дальше. Жду от тебя ответ. Переварив очередную порцию информации из интернета, начинаю покупать доски, колотить щиты, возводить опалубку, ну и заливать. Три недели. Запечатлеть выгрузку миксера не представлялось возможным. То застрянет, то растягивать бетон надо, то густо, то жидко. Переживаешь за опалубку, как бы что ни давнуло. В итоге мои старания были вознаграждены. Получился изумительный ровный фундамент. Все совпало по диагоналям, все совпало по высотам. Снял опалубку, обработал битумным праймером и начал готовиться рассчитывать стены. Материалом для стен были выбраны плиты из полистирол-бетона, так как стоимость относительно невелика. Ну и в принципе из блоков я бы собирал, наверное, самостоятельно до самой пенсии. Все-таки почти 60 кубов — это не шутка. Взял, накидал эскизик небольшой, обратился в компанию X города N, и они мне подсчитали стоимость. Ребята-монтажники оказались очень интересными людьми. Они даже не приехали, предварительно не посмотрели фундамент. То ли это профессионализм, граничащий с беспределом, то ли что. То есть, я им запилил небольшой обзорный видосик, чтобы они понимали, куда едут, как можно заехать и вообще картину происходящего. Ну и дождями чуть размыло. На этот случай у меня тут будет дежурить фронтальный погрузчик тяжелый, 10-тонный. Прямо с ворот въезд в гараж идет. Ну, тут у меня расстояние там 21 метр. Между фундаментом и хозпостройками также проезжали и самосвалы, миксера, и фронтальные погрузчики. То есть можно подъехать с левой стороны от гаража. То есть подъезд с двух сторон. Это приступок, въезд в гараж. Приступок, въезд в гараж. Сейчас возьму фронтальный погрузчик и вот ту кучку щебня высыплю, чтобы манипулятор мог заехать, ничем не шоркая. Я думаю, что должно все получиться. По фундаменту, по отметкам я стрелял нивелиром.
У меня в выборочных 6 точках перепад 10 мм. По идее, все состряпано от и до. Но не стоит на меня надеяться, я строитель такой с натягом. Приехали ребята на огромном манипуляторе. Море позитива, море энтузиазма. Быстренько раскидали плиты. Все подписано, все разрисовано. И давай приклеивать на место их, на фундамент. Сказали, что мой фундамент еще можно фундаментом назвать. А бывает, что и строить не на что. Шаг за шагом возводили потихонечку стены. Все происходило довольно быстро. Особыми плюсами для себя хотел бы отметить это, конечно, стоимость, скорость возведения, отсутствие мостиков, холода. Ну, это для меня очень было, конечно, важно. Возвели здание за день. И только потом, наверное, я после установки последнего блока прочувствовал все масштабы катастрофы, что я нарисовал на бумаге. Честно говоря, я был немного удивлен. Интересный момент. Только собрали здание, и приблудный пес Кекс тут же взял объект под свою охрану. Фух! Коробку вроде поставил, все нормально. Ну, возникает опять вопрос, какую крышу делать? Двухскатную с деревянными перекрытиями, либо плоскую с плитами-перекрытиями. Долго думал, считал, и так, и это, все сложновато, все для меня в первый раз. Но пришел все-таки к мысли, что для начала нужно сделать армопояс, потому что он так или иначе будет важен для любого вида кровли. 40-й техноплекс и ваши стяжки с вашим стандартным шагом. Вот шлю видос с высоты птичьего помета. По палубку тут гаражу со страшной силой. А палубку для армопояса сделал. Пока болею. Так что, наверное, завтра надо заливать, пока дождя нет. В одну каску прыгать и скакать. Вот так вот я болел 2,5 дня. Сделал опалубку для армопояса по новой технологии. Несъемная опалубка, утепление и чё кого. Короче, вот залил я армопояс. Общий погонаж 42 метра, где-то порядка 2 кубов смеси. Вчетвером корячились, ну забубенили. 200 миллиметров ширина, 220, наверное, и 200 высота. Короче, вот плит гора. Реально тут нормально можно поковыряться, поискать. Вот я полторашки нашел. ПК 58, а вот 56 есть сбоку с дырочками. Как вы уже, наверное, догадались, остановил я свой выбор на плоской кровле с применением пустотных железобетонных плит перекрытий. Вы меня спросите, почему? А я вам отвечу: не знаю. Никто не знает. Короче, смотри, при вот такой разметке, сейчас у меня диагонали по этой линии сходятся, линия не везде по центру идет. Вот это вот опирание с этой стороны 9-10 сантиметров до 11, с другой стороны 9 сантиметров преимущественно. То есть это для 57-й плиты. 58-ю можно смело бубенить, то есть по 5 сантимов будет добавляться. В общем, купил я плиты перекрытия, необходимое количество для своего гаража.
помощь в доставке и монтаже мне оказал мой друг Толя, за что ему отдельное спасибо. Кстати, о помощи. Оцените мое видео. Напишите комментарий. Это поможет мне сделать контент лучше. Здорово. Смотри, что есть у нас. Вчера крышу закрыл. Сейчас. О! Эхо. Ну-ка пикни. Уже что-то жрет.